Всем привет! Всем привет, кто заходит! Всем привет! Всех с субботой! Наконец-то выходные. Сейчас я здесь у себя тоже включу. Начинается эфирчик. Заходите. Заходите на эфирчики. Всем приветы. Всем привет. Сейчас я включу на телефоне. Все, всем привет. Все, кто заходит, всем привет. Сегодня у нас бесплатные подсказки. Если будет плохо слышно, пожалуйста, напишите, потому что я надеюсь, что будет все нормально. Так, у меня опять тормозит на телефоне. Как у вас дела? Добрый вечер, Ирина. Сейчас я зажгу свечку. Как у вас там холодно? Все, зима пришла. Пришла зима. Свечку зажгла. Она у нас будет здесь в сторонке. Сейчас достану. Если подсказки на всех, пишите на всех. И если просто подсказка на одной колоде, я на одной посмотрю. Да? Кто уже знает, тот уже знает. Я ездила в магазин волшебный. Тут у нас есть свой магазинчик, который я люблю. Вот. И там кое-что купила. Совсем неожиданно для себя. Вообще. Что-то очень хорошее. И карты мне сегодня пришли. Кто подписан в Телеграме, там кто есть в группе, видел. Я там фотографию карт выложила. Такие классные, красивые. Я их только сегодня получила. Вот вечером открыла. Вот. Сделала там себе расклад. Сразу сделала фотографию. И выложила, чтобы вам показать, какие красивые карты. Потому что год дракона. И карты там на картах дракончики. Вот такие вот. В общем, классные. Магазинчик этот волшебный есть и в Питере, и в Москве. Когда я в Питере я рядом стояла и не зашла в этот магазин. Вот. А в Москве я уже часто там бываю. Там всякие волшебные вещи продают. Всякое такое. Разные свечи, талисманы, камушки разные. Вот я камушек, кстати, камушки купила очень классные, красивые. Сейчас дотянусь до какого-нибудь. Несколько, но я все не покажу. Вот, например, смотрите, какой обалденный. Вот. Ну, то есть вообще очень красивые. Вот здесь вот классные. Ну, то есть вообще суперские камни. Ну, мне, по крайней мере, они нужны. Мне нравится этот магазинчик. Вот. И когда туда идешь ближе к полнолунию, случается всякое разное. Сколько раз уже убеждалась, в дороге случается так, что ты туда доехать не можешь, какие-то препятствия. Если прям в день полнолуния, там такие люди бывают, очень много интересного. Если в новолуние, там другой контингент людей бывает. В общем, интересно. Все, кто эзотерикой интересуется, свечи, подарки, чтобы укрепить любовь, там, да, талисманчики берут. Камушки разные влюбленные могут подарить друг другу. Вот. Ну, там всякое разное такое. В общем, интересное. Давайте подсказки будем смотреть, да? Как у вас дела? Все хорошо? Скоро Новый год, скоро елку. У нас на работе елку поставили. Такая обалденная, так настроение создает. Не продают еще настоящих елок, только искусственные пока что. Но они очень дорогие. Похолодало, да. У нас тоже похолодало, Ирина. Снежок у нас тоже. Везде, наверное, снег. Да. Я сейчас в Москве. Мы находимся в Москве на данный момент. Но мы жили в Питере, в Москве. Ой, я про много разных городов могу рассказать. На данный момент в Москве находимся. Вижу, да, вижу. Вижу.
Слышно хорошо, если слышно. Давайте сейчас Ирине дам подсказки, потом посмотрю донатик. Первая подсказка для Ирины. Забудьте о страхах и сомнениях. Такая первая подсказка. Вообще сейчас год дракона. Сейчас зачем бояться? Нельзя бояться. Надо действовать. Для Ирины вторая подсказка. Пришло время добрых дел. Помните, добро возвращается от того, от кого его не ждешь. Сделайте доброе дело, и к вам это все вернется, добро. Добро может вернуться от другого человека. Не от этого. Так и бывает, кстати. Так, подсказка, Ирина, подсказка третья. Не спешите, все сбудется в лучшее для вас время. Все сбудется, видите? В лучшее для вас время. Ребят, девчат, у нас подсказки бесплатные. Если нужны вопросы, то вот один вопрос 150 рублей стоит. Сейчас ссылку отправила. Вот. У нас тут фетиш по подсказкам. Подсказки очень могут помочь. Можно даже не делать расклады. Ну, иногда нужно, да? Ирина, подсказка. Отключи голову, отключи разум и доверься своей интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. Вам нужно довериться и интуиции. Интуиция. Ирина, послание из будущего. Да. Для Ирины. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Такие подсказки. Так, Ирина, спасибо вам, подсказки все раздала. Сейчас донатик посмотрю. Пока пишите, кому дальше подсказки нужны будут. Я после донатика посмотрю, как отвечу на вопрос. Будет ли встреча до конца года? Сахоба, сейчас посмотрим. Будет ли встреча? Будет ли с ним встреча, да, до конца года? Блин, тут как-то встречи не будет. Видите, тут дорога. Если он приедет или уедет. Что-то не получается. Какое-то препятствие будет, чтобы приехать. Ирина, благодарю тоже. Хорошего вам вечера тоже. Спасибо, что заходите. Ну, здесь какое-то препятствие. Что нужно сделать? Да, тут, чтобы преодолеть препятствие, просто нужно подождать. Да, тут нужно просто подождать. Какое-то время пройдет, да? Чтобы встретиться, что-то мешает. Но вы ничего не можете сделать, потому что какое-то время должно пройти. Время, какой-то промежуток времени. И он объявится, будет встреча. Но попозже. Попозже, да. Вот до Нового года почему-то не получается. Или прям в Новый год, или после. Как-то вот что-то мешает, какие-то препятствия мешают. Помощь нужна, помощь, чтобы получилась встреча. Здесь вам говорят, ждите. Встреча будет, вы обязательно встретитесь, но как будто попозже. Да, и говорят, все, говорят, ну все. Дальше пока ситуация не оформлена до конца, не сформирована. Дальше не показывают. Но встреча будет немного позже. Будет обязательно, он придет, все нормально. Только нужно подождать. Видите, его нужно подождать, и он придет. Чуть-чуть позже будет встреча. А дальше все закрыто. Все, говорят, дальше пока не решили, как будет развиваться, у вас там несколько вариантов, видимо. Почему не отвечает он? Потому что не хочет вас обидеть какими-то словами.
Не хочет объясняться, не хочет общаться пока что, он закрылся. Пока что он закрыт. Да, у него какой-то раздрайв внутри, он хочет немножко восстановиться, успокоиться. Потому что были какие-то действия, которые его расстроили. Ему что-то не понравилось, и вот теперь он восстанавливается. Восстанавливается, обдумывает, как сделать что-то по-новому, по-другому, чтобы себя не вогнать в какие-то ограничения. Вот он об этом думает. Очень много думает, кстати. Вот, ну вот так вот. Но встреча будет, да, встреча будет. Приятная будет встреча. Да, вам понравится. Приятная будет встреча с ним. Слишком много думает. Да, удивительно. Да, мужчина много думает. Да, он очень много. Не, подсказка для вас, но не относитесь к нему серьезно. Он, может быть, будет себя так показывать, что я такой вот, как я сказала, так и будет. Вы легче к нему относитесь, полегче. Нет, это легко с ним общайтесь, легко. Угу. Чтобы он не закрылся, легче общайтесь. Не ставьте его в какие-то ультиматумы, там вот так вот. Легче, что вот такой вот. Вот, а то он закроется, он такой вот. Какой-то опыт у него был жизненный, и он как-то вот болезненно все воспринимает. Подсказка, Сахоба, вам подсказка на этот вопрос. Обратите внимание на свое самочувствие. Видите, обратите внимание на себя, не на него, на себя. Не думайте, короче. Время покажет. Вот. Спасибо вам за вопрос. Сейчас вернусь обратно на чатик. Подсказки так дальше. Ставьте лайки, Юсуф пишет. Ставьте лайки. Подсказку. Ванда. Ванда, подсказка. Да, Ванда, вам одну подсказку, да, значит, на основной колоде посмотрю. Спасибо, Сахоба. Классного вам вечера. Если вы идете смотреть киношку, да, то еще и вкусного вечера вам. В общем, что-нибудь кушаешь, когда смотришь. Давайте, Ванда. Подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Ванда, это для вас подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Забудьте, ничего не бойтесь, не сомневайтесь. Идите вперед, делайте то, что вы хотите. Донатик. Сейчас посмотрим. Сегодня без музыки, потому что у нас, я не знаю, что происходит, но я не могу зайти на тот сайт, он мне не дает включить музыку. Благодарю всех вам благ, Ванда. Вас тоже благодарю, удачи вам. Хорошего вечера, если вы пошли там куда-то там отдыхать. Так, вопросик. Донатик. Вот он какой-то стабильный у вас. Мысли его о вас, да, смотрим, Сахоба, смотрим его мысли о вас. Он какой-то стабильный мужчина. Влюбленный мужчина, кстати. Ой, я не знаю, в каких вы отношениях-то. Его мысли. Он чем-то расстроен, смотрите, что у него не выходит. Ну вы его как-то, смотрите, ваши слова его расстроили, он что-то сделал не так, вам это не понравилось, вы как срубанули, как сказали ему такое что-то, и он все, он расстроился, обиделся, и, короче, думаю, что ж я это, зачем я это сделал, почему, и что, и как. В общем, бывший муж. Бывший муж, так, его мысли...
Он очень много думает о ваших словах, которые вы ему сказали, которые сделали ему больно. Они его расстраивают. Знаете, он бы хотел, я не знаю, какая у него сейчас жизнь, да? Ну у него сейчас жизнь, возможно, он свободен, возможно, с другой женщиной, ну что-то. У него теперь есть страхи насчет серьезных отношений, кстати. Нет, он... Сейчас начну сначала. Он хотел бы, чтобы вы были зависимы от него, как-то вот, знаете, огородить вас от всего, чтобы вы никуда не убежали. И хотел бы, чтобы вы были с ним. И здесь как будто ребенок еще задействован. Как будто вот если у вас будет ребенок, то вы уже никуда не денетесь, вроде как будете вместе, да? То есть как бы, ну, придется быть вместе. Такие у него мысли еще есть. Он думает о том, как встретиться. Он бы, вы знаете, хотел бы приехать, встретиться. Классно пообщаться, провести время, куда-то поехать. Вот быть вместе он хотел бы, быть вместе. Но это, знаете как, это чтобы как-то вот было свободно, потому что он боится вступать в законный брак, в законные отношения, потому что это как будто его будут ограничивать, как будто ему придется отстаивать что-то свое. Менее свободным, как будто он меньше наслаждений как будто будет получать, как будто все наслаждения вы ему обрубите. Такие мысли. Давно писала ему грустно, так надо. У нас есть ребенок, вот он думал, вот он в мыслях, как будто вот ребенок должен был вас держать рядом, знаете, ограничить вашу свободу, и вы должны были заниматься ребенком. И как это так, что вы от него убежали? Да, и вот он теперь тут вот сидит один, у него, возможно, нет удовольствия, нету денег, да, вот как-то у него как-то не хватает душевного наполнения, не хватает эмоций, не хватает человека, который бы его понимал, с которым было бы классно вот вместе, с которым, да, блин, ему не хватает человека, где классные интимные отношения, где люди понимают друг друга, где оба страстные, ревнивые, кстати, тоже. Но он все как бы, он от этого, у него этого теперь нету. Ему это очень не хватает, он об этом думает. Да. Его очень расстраивает, что он не может вернуть какие-то моменты, которые были очень классные, которые его наполняли, романтичные эти моменты, чувственные. Это, да, осталось в прошлом, и этого больше как будто не вернуть. Это его очень расстраивает. Скучает он, кстати. Вы его очень наполняли, а теперь это нет. Нет ни любви, ни внимания, все закрыто, холодность, как бы вот. Он думает об этом. Кстати, очень много, блин, думает, да, он очень много думает. Он очень много думает. Вот. Что еще про него спросить? Мысли, он очень много думает и сожалеет о том, что он не может вернуть классные моменты, вот которые были, вот самые такие лучшие, что вот нам с ней было так хорошо, а теперь этого нету. И он скучает по этим моментам. Так что вот здесь так. Но пока он ничего делать не будет. Он расстроен, он сам себя жалеет. Он один. И пока выбор делать он не будет. Вот в вашу сторону или что-то пока нет вообще. Но мыслей много. Но он бы хотел, знаете, он чувствует, как будто вы та женщина, которая его понимает и с которой ему комфортно.
Он понимает как будто вас, вы понимаете, как будто вот вы, как это, одинаковой масти, да? Король и королева там мечей, или король и королева кубков, да, там вот вы одинаковые по энергии, вы подходите друг к другу. Вот. Этому не хватает. Ну ничего, пусть поскучает еще. Чем дольше скучает, тем действия будут от него какие-то такие стоящие. Подсказка сейчас на этот вопрос. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Вот. Я уже что-то свою, уже с этой шапкой ходишь, и уже не знаешь, как волосы все торчат в разные стороны. Смешные такие все ходим. Ой. Ну, здесь так вот. Давайте, кому нужны подсказки, пишите подсказки, а мы сейчас тогда посмотрим послание из будущего. Оксана Иванчина, здравствуйте, да, хорошего эфира, спасибо. Подсказку можно, конечно. Оксана. Подсказка для Оксаны. Подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Оксана Иванчишна, это вам подсказка такая. Такая вот подсказочка. Давайте еще сделаем общий расклад. 10 подсказок. Я сейчас напишу. 10 будет посланий из будущего. 10 посланий из будущего. Выбирайте. Благодарю вас тоже. Благодарю, Сахоба. Что на эфирчики приходите и вообще не забывайте меня. Я-то о вас всегда думаю. Давайте посмотрим. 10 посланий будет у нас. Послание из будущего. Любую циферку можете загадать. Можете загадать 2 циферки. Будет вам 2 послания тогда. Да? Смотрим. Однерочку. Кто загадал однерочку? Ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Видите? Жизнь у вас сейчас постепенно меняется, а те изменения, которые происходят, они в лучшую сторону. Так что не переживайте, в лучшую это все. Вы еще не знаете, но будет лучше. Давайте двоечки. Кто загадал двойку? Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Видите, здесь вам можно меняться, нужно меняться. Поэтому удачи. Троечки. Троечки, не зацикливайся, отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Видите, троечки. Четверочки, послание вам. Так. Сделай сюрприз близкому человеку, он нуждается в твоем внимании. Близкому человеку сделайте сюрприз. Угостите кофе вкусным. Так, 5. Пятерки. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. Купите то, о чем мечтали, и будете очень счастливы. 6. Шестерки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Прислушайтесь к себе, к своей интуиции. Она вам верно подсказывает. Семерки, семерочки. Не сдавайся, доведи начатое до конца. Видите, не бросайте то, что вы начали. Доведите начатое до конца. 4, 5, 6, 7, 7. Запуталась. Восьмерки. Восьмерочки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Подумайте, что это может быть. Девятки. Ой, смотрите, какой прикольный. Мне он так нравится с таким чубчиком. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. А, смотрите, какой.
Так, и десятка, 10-я позиция. Отношения — это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Вот, здесь такие 10 подсказок из будущего. Надеюсь, вам они помогут, что-то подскажут. Вот, наведут вас на мысль какую-то, идею. Дай бог, что сбылась первая подсказка. Очень хочу эксперимент. Да, вам тоже всех благ, Оксана, вам тоже пусть все будет хорошо. Пусть будут изменения в лучшую сторону. Пусть вообще этот год принесет много хороших изменений в лучшую сторону. И ноябрь, вот и декабрь пусть будет классным. И весь следующий год. Пусть все будет хорошо. Так, давайте посмотрим по подсказкам все, да. Чтобы неделя была хорошей, что нужно делать, а что не нужно делать. Общий раскладик. Кто-то в записи, может, посмотреть, да? Ну вот, кто-то сейчас. Так, 3 позиции. Что делать, чтобы неделя была хорошей? И что не делать, чтобы неделя была хорошей? Смотрите, что делать, чтобы неделя была хорошей? Ну, во-первых, смотрите, на что вы тратите. Видите свои доходы и расходы. Сэкономить вы сумеете, ищите скидки и распродажи, у вас это получится, вы сможете купить то, что вы хотите к Новому году, и задежки, это у вас тоже получится, только внимательно смотрите, куда вы расходуете деньги, чтобы вам на все хватало. Деньги будут, да, но только умейте их правильно тратить. Вы будете покупать нужные вещи, я не сомневаюсь, вы этого хотите, вот, но только будьте аккуратнее, да, в тратах. Практично все должно быть для души, естественно, чтобы вам было красиво и нравилось, это тоже все хорошо. К Новому году пораньше затариться, это тоже я очень понимаю, да, это все правильно. Все, что вы делаете, все будет правильно, все, что по дому, по хозяйству, вот, что-то приобрести, как бы это правильные мысли. По работе у вас тоже все хорошо, по деньгам тоже все хорошо будет. Вот, поэтому смотрите на траты, доходы, расходы, да, смотрите, вот здесь вот, что не нужно делать, не нужно эмоционировать слишком, не нужно бездумно что-то покупать, что стоит бешеных денег, когда вы можете пойти в другое место, например, и купить дешевле там, да, ну, то есть вот тут не нужно поддаваться эмоциям, не нужно скандалить, не нужно там плакать. То есть это не конец света, если что-то где-то там не нашли, да, вы найдете, как бы не эмоционируйте слишком. Здесь как-то нужно быть практичным, не таким, кто жалуется и плачет, а таким, который, да я найду, да я знаю, да я все смогу, там, ну, как бы вот, все у меня есть, и не надо мне тут... Донат не пришел, а я сейчас посмотрим. Пришел. Пришел. Просто, наверное, картинки не было. С интернетом, наверное, какая-то ерунда. Хорошо, что написали. Донат пришел. Сейчас посмотрим. Тогда дальше потом вообще раскладик заделаем. 2-я и 3-я позиция будет. Пришел донат. Картинка просто что-то не выпрыгнула. Но тут я все вижу, да. Так, смотрим отношения, да. Если какие-то у вас отношения в течение 2-3 месяцев, да. 2-3 месяцев, начиная с этого момента. Мужчина, старый мужчина. Ни с новым, ни со старым не будет. С новым мужчиной не будет. Вы будете заняты работой как-то. Вам не до нового мужчины, и у вас тут работа выходит. Не новый мужчина. А со старым точно не будет. Со старым, да, ну вот, не будет в течение 2-3 месяцев. Может быть, на работе кто-то будет? Нет, на работе тоже никого. Вы будете заниматься работой. Эта карта значит то, что вы будете заниматься работой, просто работать. Я думала, кто-то будет на работе, но нет, на работе тут как бы никого тоже не предвидится. И нового, ни старого. Вообще какие-то отношения. Новое знакомство, может быть. Блин, и нет, и ни нового знакомства нету какого-то тоже. Будете сидеть дома, как-то вот так вот.
Вы даже можете встретить одна Новый год, что ли? Здесь как будто так и должно быть, как будто так и должно быть, это вас и расстраивает, но как будто здесь так и должно быть, что у вас нету того, чего вы хотите. Ой, а здесь может быть даже, знаете, что нужно вам сделать? Посмотрите своих знакомых. Какая-то девушка. Нет ли у вас какой-то девушки, которая вас как-то или обманула, или что-то такое вот? Кто-то вам позавидовал, может быть. Какая-то свободная, не знаю, почему так связано, какая-то свободная девушка, женщина, или вам позавидовала, или что-то такое сделала, чтобы у вас на Луну как-то, знаете, это может быть что-то такое вот. В общем, что-то могли сделать вам такое. Не сильно, это не сильное, это что-то легкое такое, по легкости вы это пройдете. Но как будто что-то там в вашу сторону, какой-то камень в ваш огород, в общем, был закинут. Кто-то что-то позавидовал вам, что-то вам прилетело. Но вы это пройдете, у вас потом быстро начнет ситуация, ну вот эти все движения. Это у вас сейчас застой, да, как будто почему-то вот так вот. Знаете, здесь по неопытности какая-то женщина, ну неопытная, тут как бы нету ничего такого серьезного. Какую-то фигню, короче, сделала, где-то прочитала или что-то там, знаете. И она сделала это по неопытности, это какое-то такое вот легкое, что-то нехорошее, но легкое. Видите, она, ну, как бы на разрушение вот этой вот стабильных отношений, семейных отношений. Но вы это легко пройдете, вы это пройдете. Просто нужно какое-то время, чтобы это все прошло, как-то вот снялось, очистилось. Да, нужно время. И вы дальше пойдете, как ни в чем не бывало. Я не знаю, кто-то позавидовал там. Когда завидуют люди, они ж не знают, что на самом деле происходит. На бездумно просто сделала, как... Ну, в общем, вы это пройдете, у вас будет нормально все. Да, но нужно только подождать. Будет развиваться быстро у вас. Это что-то вот с Луна, знаете, как это, полнолуние должно пройти. Полнолуние, новолуние, месяц, 2 месяца где-то и пройдет. Это недолго. Это недолго. Потом это пройдет. Нужно только подождать. А потом будет быстро развиваться. Всякие разные будут. Не то что отношения, а вот что-то будет разное происходить. Не знаю даже, что-то такое. Что-то тяжелое, кстати, будет происходить. Вы будете проходить какие-то тяжелые уроки из прошлого. Это как проверочка будет там, как, не знаю, с чем это связано. С каким-то мужчиной будет связано, который вас обманул. Мужчина, который вас обманул, да, будет шанс восстановить отношения, помириться. Но вы с ним не, вы его не примете. Потому что он будет обещать, а делать ничего не будет. Какой-то мужчина, вот, ну вот это, он будет много говорить, приехал, уехал, такой несерьезный. Не будет вам ничего серьезного обещать. И вы как-то тут будете сомневаться. Да, это может быть бывший, да, с которым у вас была семья, семейные отношения. Да, тут прям законный брак был. Угу. Он то, что говорил, ничего не сделал. Нужно ли восстанавливать с ним отношения? Он-то приедет, он бывший вернется, будет предлагать быть вместе, кстати. Вот, смотрите, он прям даже вышел. Видите, любовь, морковь, все как обычно. Все как обычно, как вот это. Ну, как бы вот он будет.
Здесь он как будто возвращается, да, в ваше прошлое. Вот когда он не говорит, вот в течение 4-5 месяцев. Потому что он такой вышел, и типа я сам решу, когда мне, когда мне появляться, нечего меня спрашивать. 4-5 месяцев где-то, или 4, или через 4-5 месяцев он появится, или он появится в апреле где-то, в конце марта, в апреле. Ну, такое возможно как бы. Ну, он говорит, я сам, говорит, решу, когда мне уходить и когда приходить. Так, ну, в общем, ну, он так мне говорит, но пока, да, пока его не нужно ждать, он ушел и придет не скоро, как бы. Ну, вы будете опять стоять перед выбором, быть с ним или не быть с ним. Вам что-то не понравится его предложение. Знаете, он будет предлагать серьезные отношения, будет предлагать законный брак, даже, возможно, да, опять расписаться, но вас что-то не будет устраивать. Что-то вас тут не будет устраивать. Да, как раньше он будет предлагать. Но здесь нужно будет много работать над отношениями. Много работать. Медленно, медленно, но верно можно будет восстановить. Ну да, шанс будет на восстановление отношений, но и тут есть и разочарование все равно. Тут много надо вкладываться. Разочарование, оно все равно будет. Да, блин. Что будет, если вы его примете? Что будет, если вы его не примете? Если примете, если не примете, будете чувствовать себя нормально. Если не примете, у вас будет другой мужчина. Если примете, вы тоже будете чувствовать себя самодостаточной женщиной, но в паре с ним вы будете чувствовать себя одинокой, все равно. Потому что, вот выпадает, если вы примете его, вот, то вы все равно будете чувствовать себя, что вы одна. Нет у вас ни защиты, никого, как будто вы... Это как будто, знаете, как будто одинокая женщина замужем. Это вот вы, если примете. А если не примете, то здесь другой мужчина к вам на колеснице приедет, будет другой. Кого вы выберете? Кого вы выберете? Прошлого вы почему-то не захотите прошлого. Почему? Вы можете прошлого не выбрать, потому что вы будете думать, что он вас опять обманет. То есть, если уже один раз обманул, вы будете думать о том, что он еще раз может обмануть. Вы будете думать, вы будете хотеть восстановить с ним отношения. И, может быть, на какой-то момент вы восстановите, но у вас в голове будет, что он может обмануть. Как бы вот это вот. Ну да, наверное, будете на брачный договор, может быть, и будет тогда брачный договор, чтобы чувствовать себя спокойно. Потому что в голове это у вас будет, что это может быть, как бы это было. А новый какой-то мужчина, он может быть на расстоянии, тоже может какой-то появиться. Но новое это чисто, чтобы проверить вас, он тоже для того, чтобы разбить вам сердце, как бы, чтобы вы поняли, что это не тот мужчина. Новый тоже для проверки придет. Как бы это не так все быстро, не так все сразу. Как раньше не хочу, ну вот, наверное, будет брачный договор, ну, возможно, потому что он захочет все вернуть. Может быть, он и согласится на брачный договор. Потому что вы все, ну, чтобы вы не сомневались, потому что вы сомневаетесь все равно в нем, поэтому захотите, конечно, перестраховаться, чтобы вам было спокойнее.
Ну, здесь, конечно, тоже. Тут нету, чтобы все было хорошо. Здесь все краски жизни. И так и сяк никак, это пока что вы не дадите понять Вселенной, что вам такие не нужны. Если вы покажете Вселенной, что вам не нужны такие, придет другой. Это же как проверка. Это же не дают сразу классного после неклассного, например. То есть вы отказываетесь, и Вселенная понимает, что все, да, это точно нет. Потом еще вам дают для проверки такого же, немножко отличается, но поведение такое же. Если вы его не берете, то потом придет, если вы покажете, что вам этот не нужен человек, то потом приходит достойный. Что он вам может дать? Он вам может дать законный брак. Придет мужчина достойный. А до этого, возможно, 2 или 3 мужчин. Один вот старый, и на пути к вот этому, вот по пути еще могут быть 2. Один какой-то из дружеского сектора, а другой какой-то непонятно тут. Да, тяжело, тут какую-то надо борьбу пройти, какой-то прорыв совершить. В голове должно уложиться, какой мужчина вам нужен для семьи, для семейных отношений, какого вы хотите. Прям четко должно отложить, что вы приемлете, а что нет. Ну вот тут так вот, в общем. Ну, пока так показывает. Ну, мне-то, я вот тоже. Здесь просто встреча с тем мужчиной, которого вы хотите, она может быть после проработки каких-то вещей. И если вы это не прошли, то вы можете не оценить того, кто придет, другой мужчина. Также и он. Если что-то не прошел, то он не может вас не оценить. Как бы, ну, у каждого свое. Пока что нет, пока борьба, пока борьбу это не пройдете, вот, да. Вот потом приедет, потом вы когда станете свободны, приедет к вам, кстати, может быть и не рядом он, мужчина, да. Что вам нужно сделать, чтобы он как можно быстрее к вам приехал, вот этот, который достоин вас, который будет любить и будет у вас все классно, да? Вы должны то, что уже закончилось, оставить в прошлом. Это как поломанная чашка. Все упало, разбилось, не надо ее склеивать, выкидывайте, значит пришло время. Вы уже чувствуете внутри, что пришло время уже от чего-то избавиться, что-то старое, что-то изменить в вашей жизни, поменять. То, что так, как было раньше, уже нельзя делать, надо по-другому воспринимать и как бы это... на ситуацию, ну не знаю, по-другому смотреть на мужчин, по-другому с ними общаться, по-другому транслировать себя там, например. Как-то надо поменять что-то вот, или какое-то мировоззрение, или отношение, или свое поведение, или все сразу. Вот как-то так. Может быть, чем-то заняться, чтобы отвлечься, да? Тем, что вам нравится, для души. Подсказка, подсказка, подсказка. Не старайтесь угодить всем. Такая вам подсказка. Всех отсекла. Понятно. Ну вот сейчас наполняйтесь и смотрите, кто будет приходить в ваше пространство, какие мужчины. И смотрите, если что-то не так, вас не устраивает, то даже не стоит с ним общаться. Придет другой мужчина. Вы тоже смотрите, если что-то не устраивает, не надо общаться. Если все нормально, то, конечно, общайтесь. Но не так, как раньше. Здесь как-то надо по-другому общаться. Пересмотрите. По-другому надо немножко. Как будто вы такая свободная женщина и не очень-то заинтересованная в мужчинах. Да, ты приехал, ты есть, ну молодец, хорошо. Ну как бы мне и без тебя не было скучно, да, вот так вот. Они же чувствуют энергетику, когда женщина ищет, нуждается, и когда ей вообще пофиг. Есть мужчина, нет мужчины, ей и так классно. Тогда вот он и придет на эту энергию. Вот вам тоже спасибо.
Переключитесь на что-нибудь. Тут у вас выходило, что на работу вы будете переключаться, да? Не, ну вы не можете переключиться с мужчин. Двое мужчин, так и выходит, двое. Переключайтесь на что-нибудь. Давайте этот. У нас же этот общий расклад, да? Что делать, чтобы неделя была хорошая, да? Что не делать? Вторая позиция. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая, нужно искать информацию, нужно внимательно читать договор, внимательно читать документы. Если вы там... Хочу любовь, конечно. Ну да, все хотят. Все, конечно, хотят, чтобы их любили. Будет любовь, будет. Вот, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно внимательно читать документы, старательно выполнять свою работу, которую вы делаете, и все проверять. Если вам там дали сдачу, то посмотрите, сколько вам дали сдачу. Посмотрите чек, стоит ли это столько, или вам там обсчитали. То есть тут нужно быть внимательным, внимательно ко всему относиться. Если какой-то информации нет, ну, поищите, найдите информацию о каком-то человеке, которого вы, там, если вы берете человека на работу, тоже посмотрите информацию. Что не нужно делать здесь, не нужно тратить много денег на себя, на свои удовольствия, на всякие там... Вот захотелось мне эту шубку, например, хотя нафиг она вам не нужна, но вот захотелось. То есть не нужно тратить деньги бездумно на что-то. Подумайте сначала, нужно вам это или нет. Да. Другим вам надо заняться, не этим. Аннет, добрый вечер. Подсказки на всех. Сейчас давайте третью позицию, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, что не нужно делать. Сейчас скажу и потом посмотрим. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая для третьей позиции? Нужно отстаивать свои интересы. Нужно бороться за то, что вот в то, что вы верите, за то, что вот вам дорого. Нужно бороться, отстаивать. Поэтому... Тут вы должны занимать активную позицию. Не сидеть спокойно, сложа руки, что-то не так, сразу встаете и делаете, доказываете, что так и так на самом деле, что, ну, как бы отстаиваете свое мнение. Активную позицию занимаете. Если что-то нужно сделать, вы делаете на работе, да, то что-то такое вот. Активничайте, проявляйте инициативу. Что не нужно делать? Не нужно заканчивать отношения. Пока что не время. Нужно разобраться. Вот. Не разрывайте отношения пока. Не нужно оставлять все в прошлом, да. Не нужно сжигать мосты. Пока не время. Если вы вспылите, да, то не нужно. Не нужно быть холодным. Не нужно пока отворачиваться от какого-то человека. Просто нажмите на стоп. Остановка, если так вот. Подождите, переждите недельку, там решите. Оксана Черри, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте для Аннет будем смотреть. Подсказка на всех колодах. Кому подсказки нужны, пишите подсказки, да? Так, для Аннет. Для Аннет. Подсказка для Аннет. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Такая первая подсказка для Аннет. Так, смотрим. Оксана Черри отправила донат. Ой, я сейчас посмотрю. Хорошо, сейчас для Аннет посмотрим дальше. Для Аннет подсказка. Пришло время добрых дел. Помните, добро возвращается от того, от кого его не ждешь. Видите, сделайте кому-то доброе дело, и вам вернется добро. Не от этого человека, а от другого часто возвращается. Даже может это вас удивить. Аннет, подсказка. Перестаньте все откладывать на потом. Живите сегодня. Смотрите. Какая подсказка? Живите сегодня. Купите себе что-нибудь вкусненькое, красивое. Уделите внимание себе.
Делайте то, что вам нравится. Для Анет. Ты делаешь себя сама. Никогда не поздно стать такой, какой тебе хочется быть. Такая подсказка. Хотите, можете перекрасить волосы, можете подстричься, можете купить себе классную одежду, поменять имидж, стиль. Все, что хотите, можете делать. Ну, у вас там, вы знаете, что. Так, для Анет послание из будущего. Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. Видите? Всему свое время. Сейчас, видимо, не время для чего-то, да, вот немножко попозже. Дарина, добрый вечер. Сейчас я посмотрю донатик. Для Оксаны донатик. Так, Оксана. До конца 2023 года мысли. В мыслях он бы хотел вас завоевать, он бы хотел быть победителем, он бы хотел добиться чего-то очень от вас. От вас очень хотел бы добиться чего-то в мыслях. В мыслях у него все получается, он вам говорит, и вы его слушаете. Ну как бы вот с вами он чувствует себя королем. Даже если он пажик, смотрите. Илья, привет. Анет, пожалуйста. Смотрите, он себя с вами чувствует на коне. Это у него в мыслях. Видите, вы из него делаете, из пажа делаете короля. То есть в мыслях он вообще герой. Он может вас уговорить на что угодно. Он здесь главное действующее лицо. Я думаю, что он может завоевать вас даже перед всем миром, да, может вас завоевать. Но тут вы его останавливаете. Как бы вот он может все, он может и вас завоевать, и все, там вот вы будете видеть только его, никого ни другого не будете замечать. И тут в его мыслях вы такая с мечом, типа, ну что, замечтался, дорогой? На самом-то деле все не так. Вот. Да. На самом деле он не такой деятельный, как мог бы быть, потому что в своих мыслях он очень активный, он очень страстный, он очень деятельный. А на самом деле он, возможно, больше говорит, чем делает. Как-то вот здесь так. Ирена, добрый вечер. Вопросы можно, вопросы? Нет, очередь небольшая, у нас сейчас Оксане отвечаю на вопросик. Так что вот у него такие вот мысли. Посмотрим. Чувство у него, я не знаю, что у вас произошло, но в чувствах у него, видите, разбитое сердце. До конца 2023 года его чувства к вам, это вот вы ему сердце разбили, вы ему что-то такое обидное сказали или поставили перед фактом, или вот быть с вами невозможно, да, или что-то такое вот. Или вы не хотите с ним идти гулять. Не знаю, это его расстраивает. Ревнует, похоже. Ну, может быть. Ну, и как будто это давно. Это давно длится, из прошлого еще даже, очень долго. Если даже он и ревнует, да, то очень переживает он. Очень это его волнует. Потому что это длится очень давно. И вот я не знаю, в каких вы отношениях, да, но в каких вы отношениях я не знаю.
Ну вот что вот он будет делать, он бы хотел приехать, как бы и сделать вам предложение. Но я не знаю, в каких вы отношениях. Это просто один из вариантов. Потому что он хочет приехать, чтобы официально, ну как бы пригласить вас на брак, официально оформить отношения. Поэтому как бы это вряд ли, наверное. Или он бы хотел возможности правильные начать отношения. Какие-то правильные, которые будут правильно восприняты обществом. И как будто это тяжело сделать, но... Сделает ли он это предложение тут... Что-то... Нет, тут что-то ему мешает. Он бы хотел... Но я не знаю, что мешает. То смотрите, тут вообще этот дьявол говорит, нет. Его как будто искушает на что-то другое. Чтобы потянуть время, как будто. Потянуть время, общаться и быть на расстоянии. Вы должны быть на расстоянии, чтобы почему-то, чтобы вы не могли быть вместе долгое время. Не знаю, почему тянут это. Чтобы вы не могли начать любовь и быть вместе. Почему? Вот такая вот, не знаю, как будто пока не время, чтобы вы могли быть вместе. У вас вообще возможно такое, что вы можете быть вместе. У вас может быть ребенок от него, общий, да, ребенок. Когда вы будете замужем, законный брак, возможно, такой вариант. Но почему-то это как будто невозможно пока что. Как будто это закрывают. Да, блин, ну тут просто, смотрите. У вас возможно быть вот такие вот отношения, да, законный брак. Ну, там видно было, что он к вам едет предложение делать, да, и то, что тут вот ребенок. Но чтобы вы вот от любви до свадьбы у вас время прошло, да, или до каких-то серьезных отношений, там вас закрывают. И вот здесь тоже, смотрите, все карты, которые закрытие, одиночество и закрытие, все закрыто. Сделает ли он в итоге предложение? Он может сделать предложение. Когда же это? Вот не показывают, когда. Эта возможность есть в перспективе, но когда не показывают. И почему-то оттягивается время. По дьяволу прям оттягивается. Его как-то вот отводит от чувств. Но это будет. А когда, фиг знает когда, не показывают, ну закрывают, вообще ничего не показывают. Но это будет. Как-то у вас отношения начнутся, ревность будет, да, и возможно вы куда-то переедете. Возможно к нему. Да, переедете к нему. Вот когда вы к нему переедете, ну короче все, вы потом к нему переедете, все нормально будет, видите, начнутся отношения развиваться, там будет и любовь, и все. Это вот, в общем, я не знаю, что-то должно произойти. Не знаю, в общем, что-то должно произойти, прежде чем вы, ну, у вас тут есть возможность быть вместе. Прям законный брак возможен. Очень серьезные отношения, когда вы будете жить вместе. Как-то так.
Вот опять, почему, спросила, ну почему вот так вот не получается сейчас, почему надо ждать, да, почему отводят, ну блин, вот Верховная Жрица, она закрывает, она говорит, ну это знаете еще, то, что ну еще не время знать, и еще, возможно, не решено окончательно, как и что это будет развиваться, потому что если вы будете знать, то придется эту ситуацию переделать. Да, но здесь законные отношения, брак, и вы при том одинаковой масти. Вы прям, ну, как бы вот она мне закрыла, тогда закрыла мне. Но смотрите, он и вы с любовью, и между вами брак законный. То есть отношения будут такие, за которые не будет стыдно. Не так, что матросил и бросил, а тут как-то вот правильно, по правилам, по каким-то традициям. Что-то такое вот. Такое возможно. Когда не показывает. Сейчас посмотрю подсказку. Подсказка для Оксаны на этот вопрос. Отпустите прошлое. Отпустите прошлое, пусть летит. Отпустите. Вот здесь так. Так что спасибо вам за вопрос. Давайте дальше посмотрим подсказки. Послание, да. Зарина, сейчас вам послание. Так, для Зарины. Так, подсказка. Следите за знаками, которые подает Вселенная. Нужно, я не знаю, но в общем я вам вытащила послание, эту подсказку, сейчас послание. Какие-то знаки Вселенной будут вам подавать, обращайте внимание. Так, Зарина, послание из будущего. Отношения — это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Здесь, кстати, возможно, говорят про отношения не только с любимым человеком, да, там с близким, с которым у вас любовь, а с теми, которые рядом с вами, с которыми вы общаетесь, близкие вам люди, друзья, это тоже могут быть. То есть дружба — это тоже работа. Нужно работать над отношениями, нужно разговаривать и говорить, что вам нравится, а что не нравится. Вот. Кому еще подсказки нужны, пишите, посмотрим подсказки. Сейчас пойду за вопросом. Хорошо. Если что, можете попросить подсказку и просто подумайте о своем вопросе. И мы посмотрим подсказку. Может быть, уже станет понятно. Покажу вам пока. Вот эта колода, которая же год дракона же будет. Здесь такая книжечка. Там на разных языках. На русском тоже есть. И такие вот карты обалденные. Смотрите, клевые такие, красивые. Обложка вот такая вот обложка. Драконы сверху и снизу. Вот. Такие карты мне сегодня пришли. Очень красивая колода. Очень красивая. Видите, драконы. Так что такие обновочки. Всем что-то хочется к Новому году, какие-то обновки. Я смотрю, люди ходят с пакетами такими, подарки покупают, такие довольные, улыбаются. Вот сегодня просто ездили по делам, видела. Вижу донатик, да, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Зарина, для вас смотрим. Его мысли о вас. Его мысли. Что он думает? Что он думает?
Он думает, что вы его наполняете. Ему, кстати, с вами комфортно общаться, комфортно быть в вашем пространстве, что вы та женщина, которая может наполнить. То есть у вас такое спокойствие, вот когда вот мужчина, например, он на работе там суматошный, бегает, что-то у него там дела какие-то там, то все, а тут он приходит к вам, и вы его можете наполнить, потому что вы такая спокойная, такая умиротворенная, как-то с вами так спокойно и хорошо, вообще не надо ни о чем переживать, как-то вот, знаете, ему с вами спокойно, и вы его наполняете. Вы его не драконите там, не знаю, нервы ему не треплете, а как-то вот наполняете. И он с вами прям отдыхает, и ну как классно. Но он здесь как будто не может действовать. Невозможно с вами встретиться, погулять, пообщаться. Потому что с вами надо как-то по-другому общаться. Не так, как с другими женщинами. С вами надо по-серьезному. Если к вам приходить, то к вам надо прийти и сказать: так, я к тебе с серьезными отношениями, я не так просто. Давай встречаться. С вами надо серьезно. Но тяга у него есть к вам. Это бывший. Вот у вас здесь есть тяга, зависимость, но тут он здесь по дьяволу. Здесь по дьяволу. Зависимость. А он так и будет. Все равно звонит и пишет, он так и будет. Он так и будет появляться, его к вам тянет все равно. Его к вам тянет, и все. Вы ему внешне нравитесь, в интиме у вас там все классно вообще просто. Вы его еще и наполняете, он как бы, ух, я все могу его наполнить, и он там готов, там, знаете, и Киев взять там, и кто там, города, как там в этом, в Шурик, там, этот брал город, Казань не брал, да, так и здесь, вы его так наполняете, что он может просто идти и завоевать весь мир. У него такое ощущение, ну, поэтому он так и будет появляться, он не может от этого отказаться, не может отлепиться. У него зависимость от вас, поэтому вот не может он от вас отказаться, не может. Что бы ни было, ни происходило вокруг, он не может от вас отказаться. Вы слишком лакомый кусочек, слишком много положительных эмоций он испытывает с вами. Он как-то вот боится, что замуж выйдете. Ой, он очень боится, что вы замуж выйдете. Он очень боится. Он очень боится вас потерять и остаться без вашей энергии. Потому что вы его очень наполняете, вы его двигаете вперед, понимаете? Вы как та женщина, которая дает своему мужчину энергию идти там зарабатывать дофига денег, например, да, уж быть успешным. Вот эта женщина дает своему мужчине, вот то он боится это потерять, потому что у него пойдет на спад все. Ему будет очень не хватать любви, вот этой вот чувственности какой-то, я не знаю, удачи. Вампирит, по-моему, может быть, потому что вы его наполняете, вы даете ему энергию, и он от этой энергии, у него получается удача в делах, удача на работе, там, в каких-то движениях туда, куда он хочет, вот те цели, которые он хочет добиться. С другими женщинами что-то у него ссоры какие-то, не очень он ладит. Ну, что он вам может дать в совместном проживании вместе? Он вам может дать
Но эти отношения будут несерьезные. Все равно это несерьезные. Это чтобы удержать вас. Ну, тут хитрить будет, чтобы вас удержать. Другие с ним жениться не хотят, а они, да, они его отшивают. Там ссоры, ругани, ревности и все вот это вот неприятные вот эти вот разговоры, когда уже на повышенных тонах, да. И нет, женщины не хотят быть с ним. Да и он как-то, наверное, с ними не может. Они его так не наполняют. Он от вас заряжается, и все. И у него все классно. Бывает такое даже... Бывают такие мужчины, когда они даже созваниваются через много лет после того, как развелись со своими женами, что они общаются с женщинами, чтобы у них все было хорошо на работе, с финансами, в бизнесе, в любви с другими женщинами, понимаете? Вот так вот бывает. Есть такие мужчины, я таких тоже знаю. Это просто они не могут без этого, потому что вы им даете все, вы их наполняете, и вдруг вы куда-то хотите сбежать. Нифига, не получится, не отпущу. Есть такие мужчины, но вам, понимаете, он у вас может забирать эту энергию. Вы не будете... Вы не будете развиваться, вы не будете тратить энергию на себя, на свою жизнь. Он у вас эту энергию забирает, и вы остаетесь как бы ни с чем. У вас поэтому нехватка, вы не понимаете, почему вам не нравится, не устраивает то, что происходит. Почему все не может поменяться в лучшую сторону, да? И вы наконец-то, вот тут, кстати, у замужества. Почему вы не выйдете замуж, да? Почему к вам могут, знаете, несерьезные парни приходить? Вот, потому что вот этот мужчина, он вас закрывает от других мужчин. Потому что вы его наполняете, вы туда энергию свою сливаете, и все. Он несерьезно к вашим словам отнесся. То, что вот вы сказали, да, что все закончится рано или поздно. Он несерьезно. Знаете, он к этим словам относится как ребенок, который, ну ладно, ладно, пусть говорит, все равно будет так, как я хочу. Как бы он вроде как бы, ну как ребенку, ну ладно, ладно. Главное сказать да, мужчины же так делают. Да, но сделать по-своему. Да, хорошо, но... Но потом он быстренько переведется так, как ему надо. Да, у вас тут мужчины, которые хотят быстрого развития, но они разочаровывают. Но вам нужно подождать. Почему он хотят? Тут как-то закрывается, пока нет такого мужчины. Дарвин, здравствуйте. Блин, тут почему-то все равно какой-то мужчина, даже если новый идет, то здесь какой-то мужчина еще идет, с которым вы не в равных позициях. Он более такой слабый для вас. И как-то все равно отношения рушатся, и вы разойдетесь. Вот. Нет, там закрывают, там какие-то новые отношения еще будут. В общем, какой-то еще новый мужчина, а потом еще какие-то. Но вот дальше не показывают, какие. Далеко он. Где он, мужчина, для серьезных отношений? Он далеко. Не показывает. Что вам нужно сделать, чтобы пришел тот мужчина, да, который будет вас любить? Вам нужно, знаете, на данный момент не общаться вообще с мужчинами. Подумать о том, чего вы хотите, как вы хотите. Возможно, знаете, ну очень-очень начать прислушиваться к своей интуиции, к внутреннему голосу. Здесь нужно прорабатывать себя.
Вот эти ошибки, которые были в вашей жизни, их надо все проработать, осмыслить, подумать, почему так произошло. И чтобы больше такого не было как-то вот. Да, их как-то надо поработать. Здесь нету пока мужчины, здесь нужно вам самостоятельно в одиночестве проработать все вот эти вот грабли, которые как бы в вашей жизни были. Пока нету тут мужчины, только работа здесь есть. Работа, много мыслей, поиск ответа. Скучаете, конечно, без внимания, вам хочется. Но пока нет, говорят. Пока вот что-то вы должны понять, того, что еще вот не знаете. Пока нет. Как-то здесь по-другому надо общаться с мужчинами, по-другому себя показать. А какие-то условия им ставьте. Не позволяйте им все. У вас должны быть какие-то условия, да, какие-то вот, которые вот вы будете отстаивать, что или так, или вообще никак. Вот, у меня должно быть вот так, вот так, вот так. Если он с этими условиями соглашается, то как бы, ну, здесь есть разные. Здесь есть мужчины, которых вы очень просто, знаете, как-то вот тянет к вам. И они готовы вас даже обмануть, чтобы получить вот эту вашу энергию. Будьте внимательны, когда общаетесь. И ставьте свои какие-то условия. Посмотрите, как он вам поможет, попросите о чем-то. Не рассказывайте все о себе, не договаривайте чего-то. Если кто-то уходит, то не расстраивайтесь, просто занимайтесь собой и какое-то хобби какое-то для души, что-то такое для себя. Себя побалуйте, что-то такое вот. Нету пока такого, чтобы вот. А вот если вы уже начнете ставить мужчинам условия, смотрите, то у вас из королей, да, у вас придут в вашу жизнь короли, плюс еще император. То есть вы будете ставить условия, к вам приходят все лучшие и лучшие мужчины, и придет сам император, который так. И я все могу, все остальные, они там не дотягивают до меня. То есть здесь вот так вот. Когда он, вот я спросила, когда вы начнете ставить условия, что будет, придут мужчины более достойные, которые не будут разбивать вам сердце. Потому что, да, вы скажете, а вы поставите, потому что вы будете ставить их перед выбором. Ну вот, озвучивать свои условия, хотя пусть выбирают. И они должны выбрать вас. Вот. То есть вы будете видеть, те, которые на условия соглашаются, они, значит, вас выбирают. Кто на условия не соглашается, они выбирают себя. Они не будут против себя идти, то есть они вас не выбирают. Им вообще все равно пофиг на ваши чувства, на ваши вот эти вот, что вы там говорите. Ну то есть не стоит даже начинать. Вот. Вы сразу поймете, ваш человек или нет, потому что все равно вы живете же своими принципами. Вы же не сможете долго что-то скрывать или не договаривать. Лучше сразу. Вот. Донатики, я вижу донатики, да. У меня Ирина и Дарья потом. Сейчас я для Зарины посмотрю. Подсказка. Подсказка на ваш вопрос. Делайте все радостно и легко. Зарина, делайте все радостно и легко. Радостно и легко. Легко. Не ждите, не заморачивайтесь. Сказала, а дальше уж и он пусть там как хочет, думает. А вы пошли дальше, красивая. Сейчас у меня Ирина по донатикам. Сейчас посмотрим. Ирена у меня, да, вопрос сейчас. Нет, не было встречи, смотрите.
На прошлой неделе не было. Вышел сам мужчина. Видите, закрыто, но встречи не было. Зарина, спасибо вам тоже за вопрос. Встречи не было. И он больше с ней не общается. Видите, это как все, точки поставлены, отношения выяснены, все, люди перестали общаться. Решили прекратить общение, и все. И так они и поддерживают, что не нужно общаться, не стоит, и все. Вы его, наверное, подозреваете, может быть, потому что вы его ждете и не знаете никаких новостей, как там на самом деле. На самом деле там никаких толком изменений-то и нет. Если вы в браке, да, то у вас все стабильно и хорошо. Здесь нету. Он вообще, у него нету, ни с кем он не встречается, ни с этим человеком, ни с другим. Если вы в отношениях, то он вот как бы предан отношениям, я как бы так сказала. Ну, то есть он не в браке, но вот здесь вот как будто есть какие-то правила, если ты вот с этим человеком, может быть, в голове у него эти правила, или просто это общественное, как бы обществом заведено, да, вот если ты встречаешься с этим человеком, значит, будь добр, встречайся только с этим человеком, иначе, если ты будешь изменять, на тебя будут смотреть косо. Здесь как бы вот он вот с тем, с кем встречается, с тем встречается. Со своей девушкой, там, со своей женщиной. Нет, он никуда ничего. Нет. Вы просто, когда его не видите, не знаете, что там происходит, поэтому вы можете сомневаться. На самом деле нет. Нет, даже если будет такой шанс у него, что какая-то девушка там скажет, давай мы там с тобой куда-то сходим, погуляем, он скажет, не, я домой, скажет. Не, он не пойдет, он даже не пойдет. Он скажет, нет, я домой, у меня есть девушка, как бы все. Он не будет, он не пойдет на вот эти романтические флирт, он не купится, нет. Ну, так что здесь пока что так вот. Точно нет. Вам нужно вообще работать над отношениями. Если не хотите, чтобы кто-то ушел из вас, да, ну вот вы, например, сомневаетесь, то когда вы одни, вы больше переписываетесь, вы включаете видеосвязь, больше общаетесь. Ну, вы не знаете, конечно, что происходит, где-то что-то, ревность тут у вас. Вот. Просто больше общайтесь, говорите, что вы чувствуете, что вы переживаете, например, да. Больше общайтесь, больше вот будьте на виду, как-то вот. Так что не переживайте. Сейчас вам подсказку. Подсказка на ваш вопрос. Дайте себе отдохнуть. Дайте себе отдохнуть. Видите, переведите вектор на внимание на себя. Дайте себе отдохнуть. Отдохните, подумайте о себе, кайфаните, там, сходите на массаж. Или пусть он вам сделает массаж. Будет очень классно. Как раз таки вот вы пообщаетесь, он вас там помассирует, и вы скажете, где вам классно, где нет. Тут сильнее надавить, там погладить. То есть больше вот этого тактильного общения, просто общения, кому как что нравится, планы какие-то обсудить.
говорить мы, куда мы, когда мы, что мы. То есть вы же вместе. Не я, ты, а мы. Вот. Так что вот, удачи. Сейчас следующий донатик посмотрю. Следующий Дарья. Какие у него мысли? Какие у него мысли? Ой, ой. Невозможно действовать, как будто. Как будто он далеко, и он не может действовать. Вот такие мысли. Так. Да, как будто, ну, невозможность быть вместе. Невозможность быть вместе. Тут тоже все закрыто. Не может действовать. Расстояние еще между вами возможно. Почему он не может действовать? Потому что, возможно, я не знаю, может быть, он не свободен. Или он решает какие-то семейные вопросы. Или уехал куда-то далеко, да? Вы ему понравились? Понравились ли вы ему? Вы ему понравились по влюбленным. Вы ему понравились, да, и он бы хотел с вами развивать отношения как бы в перспективе. Он бы хотел с вами встретиться. Понравились, понравились. Но у него как будто такое ощущение, что невозможность быть вместе. Что-то мешает. Ну понятно. Ну вы знаете, что мешает. Вот это. Но вы ему понравились. Он по влюбленным бы хотел. Видите, хотел бы встретиться и вместе побыть, и время провести, и потрогать. Потому что тактильный рыцарь Пентаклей, он очень тактильный. Да, но он не может, потому что не может, он, как бы вы понимаете. Да. Обстоятельства. Ну, фотка, да. Фотка понравилась. Свободная, красивая женщина. Конечно, не такая свободная, да. Расстраивает его. Расстраивается он, конечно, он скучает и расстраивается. Ему не нравится. Айлен, доброй ночи, доброй ночи. Ему не нравится, знаете, то, что он не может быть с вами, то, что он не может выбрать вас, то, что вы не можете вместе провести время. Его это расстраивает, конечно, его расстраивает то, что он не может что-то сделать, что-то исправить, как-то вот здесь так, что вы там, а он тут. Да, ему это очень тяжело. Смотрите, какие карты, ему это тяжело. Ему это эмоционально тяжело, а вы для него по влюбленным. Конечно, он смотрит влюбленными глазами, хотел бы развивать отношения, хотел бы общения. Но нет. Нет, он будет огораживаться, он будет строить оборону. Видите, он все равно будет бороться с собой, да. Угу. Выбирать заниматься семейными делами. Он огораживается. Но чувство у него, когда он фотку увидел, чувство, когда он думает о вас, чувство у него, вы его, смотрите, переполняет любовь, знаете, и вот забота. Такое вот, когда вот, когда можно сказать все, что угодно. Такой вот человек вы для него, которому он может довериться, открыться. На фото счастливая такая. Там плохо мне. Вот и ему плохо. Ему знаете, как плохо? Он, конечно, смотрит влюбленными глазами и очень хотел бы быть с вами. Чувства-то у него есть, но ему тоже больно. У него тоже... Это его расстраивает. Да. Эмоции его, конечно, переполняют. Но он старается от них убегать. Вот и эмоции нахлынут, он старается убегать от них.
вернее, как убегать от вас, но эмоции его не оставляют все равно. Вот как бы вот эти чувства. Но от себя не убежишь, от вас ты убежишь, а от себя-то нет. Внутри-то у него. Ой. Всколыхнули вы у него, всколыхнули внутри вот эти чувства. Конечно. Делать ничего не будет. Что он будет делать? Думаю, все-таки нет, он не будет ничего делать. Он очень хочет, но он ничего не будет делать. И тянет, и хочет, нет. Но ему тяжело это дается. Вот ничего не делать ему дается тяжело. Но он такое решение принял, как бы вот. Пока что держится, пока кремень, пока вот все, нет. Чувствовала, что он взорвался от красоты моей. Ну, там влюбленные вышли, старший аркан. Плюс еще там нежная карта, когда вот там двое с кубками. Это, конечно, это очень чувства такие его переполнили. Ему очень тяжело их сдерживать. Но чувства очень такие теплые, такие, знаете, вот любовь-любовь, прям нежная и забота. Там, ну, как бы, ну, там все. И хотел бы приехать. Ух! В охапку-то схватить, закружить. Ну нет. Ну нет. Ну ладно, в общем, вы поняли, останавливает. Думаете, любит? Там чувство очень... Там 2 карты на любовь вышло. 2 карты на любовь. Я уж не знаю, любит он или нет, но чувство очень нежное к вам. Девятка кубков. Ой, ну и страхи по девятке. 2 девятки. Знаете, вот насколько сильно он любит, настолько сильно он боится. Боится, потому что это как бы нехорошо с точки зрения... Люди могут осудить, как бы вот так вот. Вот с этой точки зрения. Но насколько сильно он любит, да, по девятке, почти десятка, да, вот он настолько сильно и боится. Боится осуждения людей, боится вот этого вот. Страхи у него тоже есть, конечно. И это его очень расстраивает. Офигеть, как он из-за этого очень расстроен. Он даже то, что есть, его не радует вот в жизни. То есть это для него очень важно, ему ничего другое, как даже если все хорошо, ему вот это вот надо. Так, сейчас посмотрим подсказку на ваш вопрос. Не старайтесь угодить всем. Подсказка. Не старайтесь угодить всем. Ну, вот так вот. Сегодня так. Сколыхнули вы. Так что спасибо за ваш вопрос. Так, давайте теперь посмотрим чатик. Если кому-то не ответил, на разных колодах один просит. Сейчас я посмотрю, может быть, у меня... Джана Шавкатовна, здравствуйте. Только увидела. Подсказочки для Анны можно. Жанна Шавкатовна тоже можно. Да, все, давайте теперь для вас будем подсказки смотреть. Для вас, девчонки, подсказки будем смотреть. Видите, говорю, какая челка? Все смешные уже сейчас в шапках ходим. Поэтому я говорю, так смешно смотреть. То туда челка, то сюда, ничего не лежит. Подсказку можно, Вера. Добрый вечер. Можно, конечно. Подсказки у меня всегда бесплатные, всегда свободно. Можете подумать о своем вопросе. Так, сейчас. Айлен, подсказка. Анна. Подсказочка для Анны. Подсказка. Не отказывайтесь от новых знакомств. Смотрите, Анна, какая вам подсказка крутая. Вас ждут новые знакомства. Не отказывайтесь. Круто. Новые знакомства, это здорово. Новые возможности.
Ой, это новых людей можете узнать, интересно, кстати. Челка, да, геморройная тоже челка. Ну вот, я, короче, не знаю, что с ней делать. В общем, прикольно. Я уже думаю, постричь опять надо как-то, фиг знает, непонятно. В общем, смешно. Так, давайте смотрим. Аня. А для Анны подсказка. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Смотрите. Хотите кофе себе сделайте обалденно, или купите где-нибудь вкусный кофе. Сделайте ванну с пенкой. Я не знаю, что вы любите, что вам прям вот кайф принесет. Массаж там, например. Не знаю. Что-то такое, что вам нравится, сделайте. Так, Анна, для вас. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Подарки судьбы. Это хорошо, к Новому году подарочки. Если подарки, то пусть будет много. Подарки всегда принимайте. Так, для Анны подсказка. Отключи голову, отключи разум и доверься своей интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. Видите, интуиция вам подскажет. Не думайте головой, интуиция. Такие, хочу, понравилось, пошли туда, пошли. Не думайте так головой прям сильно. Интуиция сейчас рулит, в общем, у вас. Так, Анна, послание из будущего. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Видите, даже из будущего послания вам говорят, чтобы вы прислушались к своей интуиции. Она у вас сейчас, видимо, антенка хорошо работает. Вот, так что удачи вам. Жанна Шавкатовна, сейчас вам подсказки. Поняла, благодарю, удачи вам. Удачи, Анна, с новыми знакомствами там, которые у вас ожидаются. Так, Жанна Шавкатовна, подсказка. Настройтесь на удачу, смотрите. Настройтесь на удачу. Так, сейчас вторую подсказку. Жанна Шавкатовна, подсказка. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Вам здесь говорят, что нужно отдохнуть. Супер! На работу приходишь, тогда там мне карты сказали отдыхать. Всем пока, я домой. Так, подсказка. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Видите, не нужно вам меняться. Вы уже идеальный цветочек. Жанна Шавкатовна, подсказка. Слушай свое сердце. Сердце – самая сильная часть тела. Делай, что оно говорит. Слушайте свое сердце, оно вам подскажет. И никогда не идите против своего сердца, когда вы чувствуете, что нет. Послание из будущего. Жанна Шавкатовна, послание из будущего. Мысли масштабно, не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Видите, вы можете открыть шире мир свой, вот этот вот, свои границы. Мечтайте, мечтайте о большем. Записывайте желания свои, мечты. Я помню, как записывала даже то, что я хочу сходить в парикмахерскую, потому что думаю, блин, как круто сходить в парикмахерскую. Ну, потому что у меня не было такой возможности, я очень хотела. Ну, бывают такие времена, когда ты не можешь найти специалиста, например, потому что когда мы жили в Санкт-Петербурге, там, ну, нету классных специалистов, кто может вас подстричь, представляете, там нету. Или если вы найдете своего, да, то через неделю вы можете прийти, а там уже его не будет. Ну, то есть тяжело найти классного специалиста. Я ездила в другой город и делала все там.
Благодарю, целую вас. Я вас тоже целую. Поцелуйчики. Вот. Так, ну теперь у нас все подсказки получили. Кому еще подсказки нужны, пишите. На одной колоде или на всех посмотрим. Я еще покажу, что в том волшебном магазинчике купила. Я же так и не показала, потому что карты я заказывала про дракошек. Здесь, в общем, там лежал мешочек, а на мешочке лежала вот такая вот, ну, не такая руна, другая руна. Вот лежала моя руна, которая именно моя. И я как увидела, я, в общем, купила. Вот, не знаю, тут, наверное, не видно будет. Такие вот красивые руны. Они вообще обалдеть какие красивые. И там из эпоксидной смолы. Видите, там листочек. Как там вот этот вот. Такие руны. В общем, буду изучать. Я пока только одну знаю. Я как раз таки ее увидела на мешочке. Это моя. Ну, я знаю, если моя, конечно, я знаю. Ну вот буду по ним смотреть. Может быть, и вам потом что-нибудь буду подсказывать, когда я их выучу. Ну, вот. Но руны, они более серьезные последствия имеют, чем подсказки, чем карты. Их нужно смотреть редко. Не так часто, не каждую неделю. Их можно даже пореже смотреть. Но они там более такие серьезные, пожестче, уж по-мужски. Ну, как бы вот конкретные такие. Какие-то помягче, какие-то пожестче. Ну что, подсказки все? Все мы стрелялись? Все подсказки получили? Сейчас посмотрю, донатиков вроде больше тоже не осталось. Почему-то сегодня картинка не выскакивает. Поэтому я не понимаю. Вы пришел донат, надо смотреть. Донатики ответила. Ну что, придумали, как будете встречать Новый год? Менюшку. Я уже смотрю, уже много людей, кстати, в магазинах покупают что-то такое новогоднее. Но елок еще нет. Елки хотелось бы. Настоящую елочку. Илья вот заходил, кстати, в чат. Подсказку не спросил. Не знаю, почему не просит. Илья не просит подсказки. Да. Подсказки больше никому не нужны. Будем заканчивать? Давайте тогда будем заканчивать. Не буду вас тоже держать. Всем хочется поспать. Да? Вас всех обнимаю и целую. Пусть у вас все получится. Пусть неделя будет классной. Побольше вам новых приятных знакомств. Классных подарочков. Пусть вы найдете все, что вы хотите. Это касается и людей, которых вы хотите. Пусть к вам придут те люди, которые будут с вами на одной волне. И любимого, естественно, если у вас нету, то чтобы он вас нашел поскорее. Вот. Ну все, я вас обнимаю. Обнимаю, целую. Всем классной недели. И увидимся с вами в следующую субботу, 21:30. И всем пока.